Друзья, всем привет! С вами Сергей Чернов, врач, мастер йоги. В этом видео расскажу про очень эффективный метод щадящего вытяжения позвоночника на системе Detensor, который я использую в качестве составного компонента комплексной реабилитации при патологиях позвоночника и опорно-двигательного аппарата, например, таких как межпозвонковая грыжа, сколиозы, артрозы, остеохондроз и другие, а также при миофасциальном болевом синдроме. Детально разберу показания и противопоказания, а также результаты лечения. Прежде чем рассказать об этом методе, через который по всему миру прошло более 7 миллионов человек, который используют для восстановления российские и американские космонавты, звезды спорта, который применяется более чем в 2500 лечебных, профилактических и спортивных учреждениях по всему миру, на которые написано более 230 научных работ, статей и публикаций, позвольте немного теории по поводу актуальности проблемы патологии позвоночника. Эволюция прямохождения продолжалась более миллиона лет. В течение этого длительного периода позвоночный столб смог приспособиться к обстоятельствам разнообразного динамического образа жизни, сформировав изгибы шейной и поясничной лордозы, а также грудной и крестцовой кифозы. Однако следует отчетливо понимать, что между сегодняшними нагрузками на позвоночный столб, а также весь опорно-двигательный аппарат в целом и исходными нагрузками, которые привели к развитию несущих элементов нашего тела, имеется большое различие. В последние десятилетия образ жизни большей части человечества значительно изменился и превратился в пассивный и статичный. Однообразная сидячая или стоящая деятельность, утрата оптимальной осанки, неправильные двигательные стереотипы, неправильное поднятие тяжестей, воздействие вибрации, вызванные бытовыми или индустриальными механизмами, избыточный стресс, нерациональное питание, вредные привычки – все эти и ряд других факторов способны оказать разрушительное воздействие на опорно-двигательный аппарат человека. Акцент только на занятия физкультурой и спортом сам по себе не гарантирует избавление от заболеваний позвоночника, суставов, мышц и фасций. Более того, повышенные спортивные нагрузки, например, бег на лыжах по пересеченной местности, а также их нерациональное использование, например, бег трусцой по асфальту, изнуряющий бодибилдинг или даже профессиональное плавание увеличивают риск развития патологии позвоночника. Сегодня миллионы людей страдают от боли в спине. Согласно статистическим данным, каждый второй пациент старше 20 лет жалуется на боли в спине. Но на самом деле ситуация еще более сложная. Об этом говорит статистика по детям. Например, при скрининговом исследовании 3682 московских школьников методом компьютерно-оптической топографии позвоночника выявлено нарушение осанки по сколиотическому типу, внимание, в 53,1%. Сколиоз первой степени наблюдался у 22,3% обследуемых детей. Сколиоз второй степени у 17,1%. Сколиоз третьей степени у 2,5%. Помимо этого, у исследуемых детей в 63,5% отмечено укорочение правой или левой нижней конечности и перекос таза. Почему же наблюдается такая ситуация? Давайте остановимся на одном из важных моментов в этом вопросе. Первым серьезным испытанием для позвоночника являются роды. Во время родового акта на шейный отдел позвоночника новорожденного оказывается колоссальная нагрузка. А если роды протекают с осложнением, то нагрузка увеличивается многократно, что может привести к травматизации шейных позвонков и рядом расположенных тканей. И в дальнейшем запускает процесс развития неврологической, ортопедической или соматической патологии, то есть патологии внутренних органов. Еще немного цифр и исследований. Анализ работы ортопедической службы детской клинической больницы имени Филатова города Москвы за 30-летний период показал, что из 15 тысяч первично обследованных детей, внимание, в 45-50% случаев наблюдается изменение в позвоночнике. По данным Московского научно-исследовательского института педиатрии и детской хирургии Минздрава Российской Федерации у 63% детей с бронхиальной астмой при рентгенологическом исследовании шейного отдела позвоночника были обнаружены признаки родовых повреждений этого отдела в виде их смещения преимущественно на уровне С4, С5, С6, уменьшение высоты тел позвонков, функциональная патология желудочно-кишечного тракта у детей с родовой травмой шейного отдела позвоночника наблюдалась в 80,2% случаев, а у 87% детей наблюдается функциональная блокада на уровне первого шейного позвонка атланта и основания черепа. Клинические наблюдения и экспериментальные данные показали, что родовые повреждения шейного отдела со смещением его отдельных фрагментов способствуют приходящему
приводящему нарушению кровообращения спинного и головного мозга с вторичными нарушениями иннервации пищевода, желудка и толстой кишки, что проявляется как тошнота, запоры, срыгивание у детей, развитию хронического бронхита. Это, конечно, тема отдельного видео, посвященного детским патологиям в результате приобретенных родовых травм позвоночника и способах их устранения. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, хотели бы вы такое подробное видео на канале в ближайшее время. А пока что пойдем дальше. Смотрите, позвоночник состоит из 23 позвоночно-двигательных сегментов, каждый из которых в норме представляет собой подвижное звено, то есть сустав, и участвует в обеспечении разнообразных функций позвоночника, как единой биомеханической системы. Наклоны вперед, в сторону, прогиб назад, скручивание, растяжение и сжатие, а также их комбинации. Основными частями позвоночно-двигательного сегмента являются тела двух соседних расположенных позвонков, хрящевой межпозвонковый диск, располагающийся между ними, суставной и связочный аппарат, а также мышцы, осуществляющие дополнительную фиксацию и подвижность этого комплекса. Межпозвонковые диски имеют несколько больший размер, чем тела позвонков, и позвоночник представляет собой вид бамбуковой палки. Диски имеют разную толщину в разных отделах, от 4 мм в шейном и до 10 мм в поясничном. Питание диска происходит не напрямую через кровеносные сосуды, как это имеет место быть для большинства органов, а осуществляется путем диффузии из окружающих тканей. Чтобы это обеспечить, должен работать так называемый насосный механизм, то есть адекватное соотношение между нагрузкой на позвоночник и его разгрузкой. Вот вам вопрос на засыпку. Как вы думаете, почему и зачем у человека в течение суток изменяется рост? Кстати, тоже сделаю отдельное подробное видео на эту тему. Думаю, что это актуально, интересно и полезно. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А если уже подписаны, то включите колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео на канале. Так вот, говоря кратко, суточные колебания роста представляют собой важный физиологический процесс, в результате которого в первую очередь обеспечивается полноценное питание и обмен веществ в позвоночнике. Днем позвоночник получает нагрузку, а вот разгрузка его происходит во время сна. Если ничто не мешает этому процессу, то в результате поступления жидкости из околопозвоночных тканей межпозвонковый диск получает необходимые питательные вещества, воду и увеличивается в размерах, благодаря чему человек утром становится на 15-25 мм выше. Далее в течение дня в результате получаемых на позвоночник нагрузок жидкость с продуктами жизнедеятельности выходит из межпозвонкового диска, и он уменьшается в размерах. Если же это не соблюдается и нагрузка на позвоночный столб преобладает, а в современных условиях это, к сожалению, становится уже закономерностью, то потеря жидкости межпозвонковым диском не восполняется в должной мере. Со временем в таком диске происходит перерождение и разрушение здоровой ткани. Появляются трещины, уменьшается высота диска и, как возможный закономерный финал, формируется межпозвонковая грыжа. Итак, что же такое детензор-терапия и как она может помочь при проблемах с позвоночником, суставами и мышцами? Из вышеизложенного материала можно резюмировать, что в настоящее время, ввиду ряда факторов, позвоночник человека испытывает дисбаланс в системе нагрузка-разгрузка в сторону преобладания нагрузки. Поэтому разгрузка позвоночника и окружающих его тканей, в том числе мышцы фасции, это одна из первостепенных задач в комплексной терапии проблем опорно-двигательного аппарата человека. Метод детензор-терапии как раз-таки обеспечивает комфортное мышечно-фасциальное расслабление, прежде всего около позвоночных структур, вместе с щадящим вытяжением позвоночника, сохранением и восстановлением его физиологических изгибов. Это обеспечивается эластичной конструкцией, имеющей наклонные ребра, положение которых меняется под действием веса пациента. Сила вытяжения позвоночника зависит от массы тела и степени жесткости материала мата. Самой важной отличительной особенностью детензор-терапии от других методов тракционного воздействия на позвоночник, например, инверсионные столы, инверсионные ботинки, правило, сухое вытяжение, петля Глиссона и даже подводное вытяжение, является то, что на детензоре предупреждается перенапряжение связок и мышц. Отсутствует охранительное психологическое напряжение, связанное с любой активной тракцией. Происходит мягкое, но в то же время принудительное восстановление физиологических изгибов позвоночника за счет возвышения под поясницу и за счет специальной ортопедической подушки под шею.
А также полностью исключается любая возможность травматизации позвоночного столба и околопозвоночных структур во время вытяжения. Помимо этого, в течение терапевтического сеанса идет, как я ее называю для себя, принудительная перезапись в нервной системе о правильном положении позвоночника. То есть, говоря грубо, нервная система откатывается к базовым настройкам, на которые в дальнейшем навешиваются двигательные стереотипы. Это особенно важный момент для людей, которые потеряли свою правильную осанку, например, из-за длительно сидячей работы, программисты, бухгалтеры, водители такси, дальнобойщики и другие. Это может подтверждаться данными МРТ о сглаживании поясничного и шейного лордозов, изменениями грудного кифоза. Медицинский метод детензортерапии применяется по всему миру с 1978 года. Его разработал профессор Курт Кинляйн, который, как часто это и бывает, искал пути реабилитации после личной трагедии. Увлекаясь альпинизмом, он в 1975 году упал в горах, получив компрессионный перелом позвоночника, после чего последовало длительное лечение и реабилитация, не приносившая избавления от болей. Так как у Курта на тот момент было два высших образования, медицинское и инженерное, он изобрел свой собственный метод детензортерапии, который помог не только ему, но, как я и говорил в начале видео, уже более 7 миллионов человек по всему миру. Наиболее важные результаты применения системы детензор – это увеличение межпозвонковых промежутков и уменьшение давления на нервные окончания, а также улучшение местного кровообращения, уменьшение напряжения мышц и связок. При смещении позвонков и пролапсе дисков появляется возможность нормализации анатомической структуры. Давление в межпозвонковых дисках начинает снижаться примерно после 20 минут тракционного лечения, а через 30-45 минут может полностью нормализоваться. Давайте остановимся на медицинских показаниях для использования метода детензортерапии. Данный метод успешно находит свое применение в следующих медицинских направлениях: педиатрия, терапия, неврология, вертебрология, ортопедия, травматология, спортивная медицина, реабилитология, аллергология, гинекология, андрология, проктология, гастроэнтерология, гериатрия, стоматология, пульмонология. Перечислю несколько примеров диагнозов, к которым успешно может применяться метод детензортерапии. Остеохондроз позвоночника с его многочисленными синдромами, межпозвонковые грыжи, пролапсы дисков, остеопороз, артериальная гипертензия, последствия перенесенного острого инфаркта миокарда, последствия после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, то есть инсульта, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, осложненного гипертонусом жевательных мышц, кривошея, артрозы тазобедренного, коленного суставов, нарушение кровообращения в системе вертебробазилярного бассейна, то есть нарушение мозгового кровообращения, нарушение периферического кровообращения, бронхиальная астма, атопический дерматит, нарушение осанки, травмы опорно-двигательной системы, межреберная невралгия, аутизм, ДЦП и другие вертеброгенные заболевания. Вот их перечень, можете поставить видео на паузу и более детально с ними ознакомиться самостоятельно на этом слайде. Что касается противопоказаний для использования метода детензортерапии, то их делят на абсолютные и относительные. Вот вам слайд, можете также поставить видео на паузу и внимательно их прочитать. Давайте теперь посмотрим на результаты лечения некоторых из ранее перечисленных заболеваний. Вот данные компьютерно-оптической топографии позвоночника до детензортерапии, верхняя картинка, и после ее проведения, нижняя картинка. Анализируя эту информацию, видно, что произошло устранение нарушения осанки, нормализовалась вертикальная ось позвоночника, уменьшились боковые отклонения и скручивание туловища. Значительно снизился мышечный дисбаланс в различных отделах, более физиологично стабилизировались изгибы позвоночника, нормализовалась их глубина и протяженность, компенсировалось относительное укорочение нижних конечностей, устранились функциональные блоки позвоночника, крыловидность лопаток и перекос таза. Посмотрите на этот результат устранения смещения таза всего лишь после одной процедуры на детензоре, которая длилась 45 минут. А также на эти результаты терапевтической работы, которая также длилась всего лишь 45 минут. Вот задокументированный кейс по работе со сколиозом. До начала проведения терапии угол сколиоза составлял 38 градусов. После 3 недель проведения детензортерапии по 45 минут 4 раза в день угол сколиоза уменьшился до 28 градусов, то есть на 10 градусов за 3 недели. Посмотрите на результаты работы с выпрямленным шейным лордозом. Снимок слева до начала лечения,
Снимок справа после терапии, которая производилась по 45 минут 3 раза в день на протяжении 4 недель. Вот результаты работы на детензоре при межпозвонковой грыже, находящейся в поясничном отделе позвоночника. Снимок слева до процедуры, снимок справа сделан после 8 недель, то есть после 2 месяцев терапии по 45 минут 4 раза в день. Техника использования тракционного мата детензор до примитивности проста. Если вы используете метод самостоятельно, то просто сначала сядьте на подспинную часть терапевтического мата, обопритесь на руки и мягко ложитесь на тракционный мат, выставляя поясничное возвышение под поясничный лордоз. Не создавайте излишнее напряжение в мышцах спины, старайтесь перенести вес на руки. Если боль не позволяет вам принять сидящее положение, ложитесь рядом с матом, а затем перекатитесь на него. Стопы и голени располагаются на специальную функциональную опору, которая, благодаря технологии детензор, дополнительно осуществляет вытяжение ног. Важно, чтобы пятки не свисали, а лежали на поверхности подушки, а область коленного сгиба должна находиться на уровне скошенной стороны функциональной опоры. Возьмите функциональный шейный полувалик двумя руками, сожмите его в середине и положите под шею. Расслабьте мышцы шеи и уберите руки, прижав валик головой. Положите руки по бокам, под углом около 30 градусов относительно туловища, ладонями вверх. Это обеспечит максимальную разгрузку мышц грудного отдела позвоночника. Оставайтесь спокойно лежать на протяжении 45-60 минут. Если во время процедуры вы поменяли положение головы, снова поправьте шейную опору. Вы должны постараться расслабиться и не совершать движений во время процедуры. Не рекомендуется поворачивать голову в сторону, иначе положение шейной опоры будет нарушено. Тянущее ощущение снижается через несколько минут, поэтому через 15-20 минут после начала и за 5 минут до окончания процедуры вы можете сделать следующие действия. Потянув носок ноги на себя, приподнимите ногу на 1-2 см и вытяните в направлении от себя. Медленно опустите нижнюю конечность на функциональную опору для ног, повторите процедуру с другой ногой и расслабьтесь. Ощущение вытяжения в поясничном отделе позвоночника и в области ног должно усилиться. Обеими руками захватите концы функциональной шейной опоры, снова сожмите ее в центре и потяните слегка в направлении изголовья терапевтического мата. Опустив голову и убрав руки, вы снова почувствуете приятный тянущий эффект в шейном отделе позвоночника. Если рядом есть второй человек, вы можете воспользоваться его помощью. Он может дополнительно осуществить вытяжение ног, натянув носок и мягко потянув за голень с последующим погружением ноги в ткань функциональной опоры и поправить функциональную шейную опору, осуществив мягкое тракционное воздействие в направлении изголовья. Лучше всего осуществлять процедуру в легком нательном белье, либо вообще без одежды. Для удобства эксплуатации и ухода за терапевтическим матом можно использовать комплект гигиенических чехлов, которые можно легко снять и постирать. Особенно это актуально, если тракционный мат используется несколькими людьми дома или в условиях лечебного учреждения. Положительный эффект детензор-терапии достигается в случае строгого соблюдения длительности процедуры, не менее 45 минут. В моей личной практике наилучший результат от использования детензора я получаю, если использую его после выполнения упражнений миофасциального релиза со всеми мышцами и фасциями тела и работы на тренажерах DrivMas или Mast, которые оказывают качественное массажное воздействие на паравертебральные области. Например, я и моя супруга каждый вечер перед сном сначала занимаемся на масте, а затем ложимся на детензор. Иногда на нем я просто отключаюсь и засыпаю. Важный нюанс, особенно для людей с проблемной спиной, это вставание с мата. После выполнения процедуры медленным, спокойным движением повернитесь на бок и станьте в коленно-локтевую позу. Затем приподнимите корпус и выведите одну ногу вперед. Сохраняя ровное положение позвоночника, не допуская нагрузки на поясницу и опираясь руками на бедро передней ноги, осторожно поднимитесь в вертикальное положение. Терапевтический мат может использоваться как детьми, так и взрослыми. При подборе жесткости типа терапевтического мата детензор принимается во внимание рост, вес и возраст человека. Для взрослых жесткость или тип варьируется от единицы до тройки. Разбивка идет на две группы. Группа А до 65 лет и группа Б после 65 лет. Для детей от 3 до 7 лет используется мат с жесткостью 0,
Старше 7 лет и весом не более 50 кг используется мат с жесткостью единица. В комплект тракционного набора входит подспинная часть, функциональная опора для ног, шейная функциональная опора, комплект чехлов на молнии, водонепроницаемая упаковочная сумка, ремень для упражнений, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон и регистрационное удостоверение. Как я говорил ранее, дополнительно можно приобрести комплект гигиенических чехлов. Детензор производится в Австрии, имеет регистрационное удостоверение на медицинское изделие Росздравнадзора. Пенополиуретан горячего вспенивания, из которого изготовлен детензор, не вызывает аллергических реакций, а также обработан специальными противогрибковыми, противомикробными, противоклещевыми, противоплесневыми пропитками. Производитель предоставляет гарантию на 2 года, гарантия на полимер составляет 5 лет. Срок эксплуатации изделий в условиях интенсивного использования в лечебных и санаторно-курортных учреждениях составляет от 5 до 7 лет. В домашних условиях до 15 лет. Друзья, я искренне рекомендую всем это замечательное изобретение. У меня есть подарок для подписчиков моего канала. Это 3% скидочный промокод SlavYoga на терапевтический мат и любую другую продукцию компании Detenzor Med. Переходите на сайт по ссылке в описании к этому видео, выбирайте подходящие вам товары и в специальном поле в корзине активируйте скидочный купон SlavYoga. Автоматически применится скидка и произойдет пересчет стоимости заказа. Доставка осуществляется по всему миру. Давайте посмотрим, где и кем используется детензор-терапия. Метод успешно применяется при подготовке космонавтов и их послеполетной реабилитации как на территории России, так и в космическом центре имени Джонсона в городе Хьюстон, США. Знаменитые спортсмены и олимпийские чемпионы во многих странах мира используют детензор-терапию для поддержания высокой профессиональной формы. Например, чемпион Швейцарии по горнолыжному спорту Даниэль Марер, немецкий слаломист Петер Рот, немецкий горнолыжник Вольфганг Битнер, Михаэль Шумахер, неоднократный победитель Формулы-1. Система Детензор применяется в 53 странах мира. Только в России более 1500 лечебных и профилактических и спортивных учреждений применяют эту методику. Давайте посмотрим, как отзывается профессиональный и ученый мир о методе Детензор. Метод детензор-терапии выгодно отличается от практикуемых в настоящее время методов традиционной терапии высокой эффективностью, отсутствием психотравмирующих пациента моментов и даже минимального риска дополнительной травматизации. Включение метода детензор-терапии в комплекс медицинских мероприятий позволяет значительно сократить сроки лечения и реабилитации. Профессор Миронов, академик Российской академии наук и Российской академии медицинских наук, директор ФГБУ Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Приорова, генеральный директор медицинского центра управления делами президента Российской Федерации. Разгрузка необходима для опорно-двигательной системы организма. Метод Детензор обеспечивает оптимальную разгрузку и восстановление. Приват-доцент, доктор медицины Штраус, Германия. Лучшие минуты моей жизни те, которые я провожу на Детензоре. Профессор Черноусенко, начальник штаба по ликвидации Чернобыльской аварии, город Киев, Украина. Детензор – элемент мозаики, необходимый для терапии болей в спине. Профессор, доктор медицины Баумгертнер, город Цюрих, Швейцария. С методом Детензор мы имеем потрясающий успех. Профессор, доктор медицины Донг Фу Хоуи, город Пекин, Китай. Детензор по значимости, доступности и простоте равняется изобретению колеса. Профессор Келлиет, город Санта-Моника, США. Детензор-терапия – это обязательная терапия заболеваний позвоночника. Профессор, доктор медицинских наук Кожевников, город Санкт-Петербург, Россия. Детензор абсолютно необходим для наших пилотов и космонавтов. Начальник Института авиационной и космической медицины, профессор Ступаков, город Москва, Россия. Детензор – это базисная терапия в лечении детей. Академик Российской академии медицинских наук, профессор Вельтищев, город Москва, Россия. Благодаря детензору стало возможным восстановление позвоночника. Профессор, доктор медицины, доктор физико-математических наук, Шумпе, город Бонн, Германия. Детензор наиболее эффективен для восстановления функций и возможностей позвоночника. Профессор Кюнигер, НАСА, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, США. Детензор – это прорыв в космос. Он позволяет достичь почти той же разгрузки позвоночника, какую можно получить лишь в невесомости.
Профессор, доктор медицинских наук, вице-президент Российской академии медико-технических наук Загрядский, город Звездный городок, Россия. Метод детензор-терапии отвечает основным требованиям, предъявляемым к идеальной системе восстановления позвоночника. Главный врач Центра реабилитации Медицинского центра Управления делами президента Российской Федерации Романов, город Москва, Россия. Детензор – это секрет здоровья и молодости от доктора Кинляйна. Заведующий отделением реабилитации Центра реабилитации Аэрофлота Кредич, город Москва, Россия. Я счастлив тем, что многим тысячам страждущих мне удалось вернуть радость жизни. Профессор Курт Леонард Кинляйн, город Нюрнберг, Германия. Друзья, спасибо за просмотр этого видео, надеюсь, оно оказалось для вас полезным и поможет в решении ваших проблем со здоровьем. Если у вас возникли какие-то вопросы по методу детензор-терапии, то оставляйте свои комментарии под этим видео. Я постараюсь ответить на каждый из них. Будьте здоровы и до встречи в новых видео.